Друзья, всех приветствую на канале. Сегодня мы с вами покрутим, послушаем прибор. Вот он в коробочке у нас находится. Это Pletora X3 от компании TC Electronic. И начнем мы, пожалуй, с анбоксинга. Прибор вот во всех пленочках, бумажечках у нас запакован. Итак, открываем. Инструкция. Читать мы будем потом. Здесь что такое? Видимо, блок питания со всеми переходниками, вилочками и прочим. Как видите, ничего ни разу не открыто, поэтому все будет при вас исключительно. Дальше переходники, провода USB и, собственно, сам прибор. По сравнению с пятой версией он такой более маленький, раза в 2 меньше. Насколько я помню, мы пятерку снимали, был у нас обзор на канале. Вот, сейчас все в пленочке, где-то там все... О, блин. Обычно не так все жестко запечатано, поэтому придется прям разорвать. Ну, короче, вот такой у нас прибор. Вот он перед вами. Перед тем, как мы перейдем к прослушиванию, все же расскажу, что это такое. Всем, я думаю, известна компания TC Electronic, которая выпускала хреново тучу всяких педалей, которые включают в себя реверы, дилей, тюнеры, луперы, всякие модуляции, перегрузы, компрессоры. В общем, на любой вкус и цвет. Не знаю, сколько там педалей. Тут даже в инструкции написано, что включает all. То есть все педали, все эффекты от компании TC Electronic. Цифра там не написана. Вот сейчас включим и посчитаем, сколько там примерно хотя бы всего включено. Но по факту это у нас педалборд с 3 кнопками. То есть как бы 3 педали мы можем одновременно включать. И всяческие нюансы по коммутации, все с мордой рулится. Но это мы попозже посмотрим. А так это у нас, по сути, мобильный маленький педалборд, гораздо более меньший, чем Pletora X5. Кому-то такой форм-фактор подойдет гораздо лучше. Итак, прибор у нас уже подключен и скоммутирован. Красивого запуска не получится, потому что кнопки включения тут нет. Просто блоком питания включается так, чтобы все загорелось. Не очень удобно будет подключать, поэтому уже вот так. Все тут как у нас организовано. Как я и сказал, у нас есть 3 педали в блоке, да, кнопочками они включаются, выключаются. Вот у нас тут лупер. И дальше самое главное, что сейчас покажу, это как листаются, собственно, педалборды. Либо кнопками на морде вот этими, это для того, чтобы ногой на концертике нажимать. Вот. Либо вот этим рычажком. Сидя рычажком удобней. Дальше тут у нас 3 дилея в цепи. Дальше что у нас? Компрессоры, эхо, тэп, тремоло там и прочее. В общем, 127 педалбордов, как написано на коробке. Эффектов... мы потом посмотрим, действительно, какие тут есть. Я парочки не нашел, но об этом отдельный разговор. Итак, давайте, наверное, вернемся в начало и послушаем, что у нас тут есть. Итак, просто гитара. Включаем вайб. Эффект как эффект. Дальше у нас дилей аж 3 штуки, значит, что-то будет такое интересное, разбитое, скорее всего, по каналам. Креативно. Компрессор, винтедж, эхо, тэп, тремоло. Вот, компрессор тут просаживает громкость, соответственно, его либо отключить, либо подкрутить. Эхо мы добавим. А вот компрессор, конечно, надо подстроить будет. Как-то так. Дальше Lost in Space, ревер, дилей, ревер. Сейчас все и включим.
залезем в менюшку. Там у нас сразу список эффектов вылез. Ну, давайте пройдемся. Хорус, компрессор, дилей, даблер, фленджер, гармонайзер, лупер, нойзгейт, октавер, фейзер, питч-шифтер, реверб, тэп тремоло, вайп, вибрато, винтедж эхо, байпас, тоже отличный эффект, и глобальные настройки. Короче, что я тут единственное не нашел из вот, TC-шного всего спектра, это всяких бустеров перегрузов. Ну, тут бы, наверное, это было и странно, хотя, в принципе, не помешало бы. И также здесь нет подписной педали Petrucci, которая называется Dreamscape. Там, в принципе, 4 эффекта есть. Ну, по большому счету, они здесь все есть, только в отдельности. Ну, с пресетами более-менее понятно, как и положено в любом процессоре, ну, или аналогичном приборе. Половина пресетов на что-то сгодятся, вторая половина отстой, но в любом случае это все надо переруливать. И сейчас я покажу, как это делать. Итак, у нас выбран тут некий педалборд из списка, не суть какой. Жамкаем Edit. И у нас вываливается здесь список эффектов. Внизу кнопки мы, соответственно, выбираем, какой эффект мы редактируем. И можно листать и назначать, соответственно, вот здесь мне эхо захотелось. Вот прям очень сильно захотелось. Вверху все крутилочки на 3 параметра у нас на все вынесены. Дальше следующий эффект. У нас тут тоже винтедж эхо. Хочу байпас. Ну, байпас и байпас, ничего не появилось. И дальше корона хорус. А я вот компрессор хочу. Также поменялись настройки. И здесь, внимание, справа у нас есть целый большущий список пресетов. Собственно, на каждый эффект они распространяются. Ну вот, как видите, с морды все рулится достаточно удобно. Слева у нас список эффектов, справа список пресетов. Здесь крутилки, которые регулируют параметры. Это у нас, собственно, выбор педали, которую мы сейчас настраиваем. И теперь пару слов о функции Tone Print. В отличие от отдельных педалек, где пресеты заливались просто через датчик, телефон надо было подносить, они туда с интересными звуками весьма заливались. Здесь есть возможность подключиться через Bluetooth и уже, собственно, тон-принты загружать туда. И вот, к слову, я уже подключился, да, как у нас заявлено было на коробке, 127 педалбордов есть, ну, дальше там 29-го все пустое, то есть можно аж 127 слотов забить своими настройками. Тут у нас есть 28 пресетов, которые можно отредактировать, ну, не сильно. Насколько я понимаю, переименовать можно, подвигать туда-сюда, ну и, соответственно, залить пресеты. Для этого мы заходим в библиотеку, нажимаем на плитору. Вот у нас пиано, реверб, например. И вот сразу, кстати, видите, переключился. Нажимаю Store Inboard, Storing Tone Print. И, я так понимаю, пресет появился. Я не видел, был ли он до этого. Сейчас попробуем с другим. Spring Onion. Весенний лук. Он уже и есть, получается, у нас пресет этот. Ну, то есть, тут, видимо, последний апдейт, и все пресеты, ну, то есть, тонпринты, которые есть в приложении, уже тут есть. И, видимо, с обновлениями они будут появляться, либо можно там какие-то еще докачивать и туда же заливать. В общем, все это достаточно удобно выглядит, подключается достаточно легко. Далеко там не все так очевидно, конечно, получилось по подключению, но, тем не менее, все работает достаточно стабильно. Ну что ж, давайте подводить итоги. Прибор, на мой взгляд, достаточно интересный и может кому-то стать основой для построения педалборда, если у вас нет, конечно, например, какого-то неприятия, отвращения к эффектам, допустим, которые делает компания TC Electronic, потому что кому-то нравится там MXR, кому-то что-то еще, но, тем не менее, если вот по звуку отдельно педали TC-шные нравятся, да, то
Тут у вас будет полный спектр из 1,5 десятков или сколько там эффектов на все вкусы. Да, тут нет перегрузов, но базовые эффекты здесь все есть. И для кого-то это, возможно, будет очень крутым выбором, потому что это позволит не перегружать педалборд, а скомпоновать вот в этих самых пресетных педалбордах все нужные вам вариации. Да, есть хорусы дилей, есть компрессор и там noise gate и что-то еще. И благодаря send return, опять же, можно все это подключить, скомпоновать внутри вашего педалборда так, как это будет нужно. Опять же, есть более старшая модель, Pletora X5, соответственно, с 5 педалями в цепи. Это такая ультимативная уже штуковина. На мой взгляд, это даже избыточно. То есть 3 педалей, в принципе, хватит. Грелки и прочие штуки можно использовать отдельно. Так что, на мой взгляд, эта педаль будет более удобным выбором, ну, по крайней мере, для меня, чем ее старший собрат. Ну что ж, обязательно напишите в комментариях, как вам этот прибор и какой вы бы предпочли, X5, которая побольше, или X3, которая поменьше. Я бы остановил свой выбор именно на этом и дополнил бы еще какими-то дополнительными педалями. В общем, пишите что-нибудь в комментариях, лайки, подписки и до встречи в новых видео. Всем пока. Все получилось. Запись активирована. В смысле, а приветствие еще раз, не понял, почему вы... А мы с приветствия, да, начнем все-таки? Ну, конечно. Или ты хочешь с гитарой в приветствии сидеть? Не, я это самое. Зачем с гитарой? Все, приветствие. Когда, да. Забыл про приветствие. Я понял.